Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Ева Лехтер. И по вашим просьбам, особенно те, которые вы мне писали в Инстаграм, я делаю обзор колод, на которых я работала в последних тароскопах, потому что они вас очень заинтересовали. Ну что ж, спрос рождает предложение, поэтому выполняю вашу просьбу. И сегодня у нас на обзоре Фантом Таро. Интересная колода, это новинка прошлого года, все очень ждали ее выхода, она себя ярко заявила на Кикстартере, а также на Итси. Многих заинтересовала. Необычный инструмент. Ам, Заказать вы можете его на сайте lamusidesign.com, как видите, издан в 2021 году. Я не буду, может быть, слишком детально рассказывать о самой колоде, потому что новое для себя вы здесь вряд ли почерпнете. Колода у нас идет по системе Райдера Уэйта, но хочу остановиться на некоторых моментах. Итак, давайте смотреть на саму колоду. На сайте заявленная стоимость 55 евро без учета доставки в вашу страну, потому что заказывалась вот непосредственно вот здесь. Поэтому, если вам нужно, пожалуйста, берите себе на заметку. Сколько шли колоды? Ну, дело в том, что я в совокупности брала много колод, а там одна колода была на предзаказе, поэтому мне заказ шел долго, больше 2 месяцев. А так у каждого, конечно, если вы заказываете только то, что есть в наличии, я думаю, придет очень быстро. Доставка DHL, как правило, в нашу страну это занимает порядка 3 дней. Классная коробка, глянцевая ламинация с таким вот золотым отливом. Он даже немножко такой голографически отливает. То золото такое, то золото розовое. Бликует. Ну, в общем, интересно. Цепляющая глаз. Немножечко так, как я люблю в графике Таро золотой нити, поэтому она меня очень привлекла. И теперь будем смотреть, что же у нас в этом ларце. Значит, сама коробка, могу сказать, однозначно плюс. Хорошо сделано, качественно, нигде ничего не отслаивается, все в порядке. За это жирная 5. Теперь будем смотреть, быстренько посмотрим мануал, а потом перейдем к самой колоде. Вот перед вами такая краткая книжечка. Очень хорошее качество печати, издания, шикарная полиграфия, читабельный шрифт. Пусть даже для кого-то он мелковат, но тем не менее. Итак, рассказывается о самой колоде. Автором является Эзра. Фамилию не указывала, поэтому озвучиваю так, как есть. Сама колода у нас состоит из 78 карт, плюс 2 бонусные карты. О них немножечко попозже. Идут рекомендации, как читать арканы. Чтение по одной карте, по 3 карты, по принципу прошлое, настоящее, будущее. Базовый кельтский крест, который, думаю, знают все и вся Райдера Уэйта. И пошли у нас значения арканов. Вот дурак, прямое, перевернутое, краткое содержание аркана. И по всем остальным. Найдете ли для себя что-то новое? Нет. Почему? Потому что вся эта база есть в той литературе, которую вы, наверное, уже изучили вдоль и поперек по классической колоде. Визуальный ряд, конечно же, мы с вами посмотрим. Остановлюсь еще на 2 бонусных картах. Она называется одна «Артист», то есть ты хозяин своей судьбы, человек, который начинает, творит, является художником своей жизни. Прикрытые глаза – это как связь с высшим божественным. В перевернутом положении это заземление, это аналитический способ мышления, в какой-то степени неготовность к действию. И у нас есть карта Чтец, либо опять же она карта Провидца, которая указывает на оптимизм, на позитивность, на связь с высшим я. В перевернутом положении это оторванность от реальности, это как неготовность выдавать информацию. Сейчас это перейду к самой прорисовке и буду вам показывать. И теперь, наверное, главная концепция этой колоды. Не зря здесь изображен этот QR-код, который вы сканируете и закачиваете себе программу на ваш телефон Lamusi Design R, потому что эта программа дает вам анимацию этой колоды. На рынке такая колода впервые. Хорошо ли это, плохо? Сейчас будем смотреть и изучать. Сейчас немножко слов о самой колоде. Итак, что порадовало, что нет. Как вы видите, все замечательно. Идеальная вырубка.
Я смотрела некоторые обзоры, кто-то заявлял, что это пластик, но я могу сказать, что это не пластик. Это картон. Здесь двусторонняя, мало того, что идет матовая ламинация, плюс еще какое-то дополнительное покрытие, которое, возможно, дает вот эту вот 3D-визуализацию. Но я не знаток, утверждать 100% не могу. Что не нравится? Я сначала думала, что мне кажется, что, возможно, это там аромат цветов или чего-то. Специально взяла этот инструмент, ушла в другую комнату. Карты сами по себе имеют специфический запах. И дело не в том, что они новые. Вот это вот покрытие, которое здесь идет, мне сложно назвать, какое оно именно. Вот обратите внимание. Это не просто двухсторонняя глянцевая ламинация. Здесь что-то еще. Корректно не назову. Вот оно дает свою такую специфическую нотку. Ну, это не является проблемой, безусловно, это со временем выветрится, но если кто-то крайне чувствителен к запахам, это вас может отталкивать. Что еще? Почему сразу скажу, что не пластик? Потому что смотрела зарубежные обзоры, и там утверждали, что это пластиковые карты. Пластиковые карты никогда не будут осыпаться либо кошлатиться. При работе с колодой, но это, наверное, покажу вам в конце, когда тасуешь, вот у меня, поскольку черный стол рабочий, видна вот эта мелкая белая стружка, как трутся, как осыпаются карты. Ну, не совсем приятно, но тем не менее факт остается фактом. Сейчас предлагаю посмотреть на саму колоду, на качество печати, на галерею и на прочие моменты. Колода легко ложится в руку, размер ее идет 6,5 на 12 сантиметров, то есть это как стандартный размер любых карт масс-маркет. Карты не являются особо плотными. Постараюсь вам показать толщину. То есть из-за этого, соответственно, толщина самой колоды, она будет для вас идеальна, удобно помещаться в руку, удобно тасовать. И за счет этого покрытия действительно карты тасуются прямо-таки шуршат. Что нравится? Нравится, во-первых, это голография, которая нанесена. Безусловно, если у вас так либо иначе падает свет, они бликуют. Если снимаете видео на YouTube или в социальной сети, для кого-то может минус, для кого-то может плюс, но действительно это покрытие завораживает. Равнодушным оно никого не оставит. Опять же, изображение рубашки, как вы видите, оно является двусторонним, поэтому вы можете работать как на прямых, так и на перевернутых арканах. Если для вас это важно и вы практикуете, то для вас это будет плюс. Ну, теперь сама колода. Сначала визуальный ряд, а потом все остальное. Вот перед нами дурак. Я даже, наверное, не буду читать, у вас здесь все арканы подписаны. Что нравится? Пока вы будете смотреть, буду немножко рассказывать. Очень нравится, что колода безрамочная. Это как-то дает больше такого полного погружения. Нравится цветовая палитра. Как ни странно, она хоть и насыщенная, вроде бы как пестрит красками, но конкретно для меня она такая умиротворенная и успокаивающая, но при этом радует глаз. Помимо всего прочего, несмотря на вот это вот покрытие этих карт, как вы видите, края не отслаиваются. Работаю с ним уже как бы не первый день, поэтому уже могу сказать по качеству своей колоды, будут отслойки или нет, здесь я таковых не вижу. Видно, что вкладывали душу, видно, что старались, стремились. Четко, знаете, старались, ну, как бы внести какие-то свои нотки. То есть это не просто какая-то банальная перерисовка Райдера Уэйта. Это не так. Подходили здесь ко всему с душой. Пытались привнести свою изюминку. Получилось ли? Да, я считаю, однозначно получилось. Посмотрите потом почему. Стоит ли иметь как рабочую лошадку в своем арсенале? Тоже считаю однозначно. Почему? Потому что даже вот визуальный ряд и цветовая палитра для каждого играют очень такую важную, значимую роль. Кому-то больше идет информация, идет больше погружения в арканы. Соответственно, вам легче настраиваться на считку. Колода по системе Райдера Уэйта, оракульного типа. То есть, видите, прорисовка прям не является один в один. Но, как вы понимаете, близка к этому. Все детали угадываются. Более того, даже если аркан будет не подписан, вам и так визуально будет ясно, понятно, что это за карта и о чем здесь идет речь. То есть даже для новичков она подойдет, потому что вот часто новички спрашивают, ой, а это какая-то иная, а, наверное, с ним будет сложно работать. Если вы освоили Райдера Уэйта, то с этого вам будет работать легко.
Энергетика у колоды светлая, сама по себе колода такая яркая, жизнерадостная, на вопросы отвечает легко, точечно. Ну и по всем отзывам, которые вы мне оставляли в комментариях к видео, многие из вас спрашивали, даже те, кто не практикует: ой, скажите, а что за колода? Хочу купить себе, пусть лежит, а может когда-нибудь я начну. Даже такие вещи люди писали. Поэтому это уже говорит о том, что, глядя через экран, люди могут оценить и энергетику, и визуальный ряд, и эстетику колоды в том числе, и ее качество. Соответственно, продукт стоит своих денег. Кто-то мне писал: ой, зачем переплачивать там чуть ли не в 2, не в 3 раза больше, если можно купить такую реплику. Ребят, понятно, что если накладно по деньгам, можно купить и реплику, можно гадать и на бумажках, в принципе. Но я видела обзоры реплик на эту колоду, даже качественных. Ну, что могу сказать? Они рядом даже не стояли. Но не даст вам реплика этих оттенков, тонов, полутонов. Причем я реплики видела как в матовом, скажем так, варианте, так и в глянцевом. Ни одна из них меня не впечатлила. Я понимаю, что типографии рознь, но опять же, все вот эти вот блики, тона, полутона, и уж тем более вот эту вот голографию, я понимаю, что не для всех она важна. Но качество самого картона, качество печати, качество вырубки, на самом деле, оно ведь тоже имеет очень большое значение. И если вы эстет, и для вас крайне важны мелочи, то эту колоду вы оцените по достоинству. Потому что, когда ты берешь в руки, она прям у тебя порхает, шуршит, настраивает тебя, завораживает своей энергетикой. Это всегда шикарно. И такие вещи хочется брать в руки и с ними работать. Мне часто говорят: а зачем? Да, вот уже 150 вариаций колод Райдера Уэйта. Ну, это, знаете, как цвет настроения синий. Вот могу сказать по этому поводу. Вот сегодня у вас такая вот потребность в этой арт-терапии, вот именно в этой цветовой подаче, этот цветовой ряд. Он, допустим, вас лечит, дает вам какую-то энергетику, заряд. Поэтому да, когда-то хочется работать с монохромом, когда-то вот с таким вот ярким, насыщенным визуальным рядом. В любом случае, каждый решает сам для себя. Я знаю, что некоторые категорически не признают клонов Уэйта, и все должно быть классика. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Ну а для тех, кто все-таки стремится идти в ногу со временем, и, знаете, как брать колоды, которые уже немножко близки к нашему времени, к нашей концепции жизни, то, я думаю, вам эта колода однозначно зайдет. Тем более, что действительно она будет достойной такой вот жемчужиной в вашей коллекции. Посмотрите, вот 7 пентаклей. Карты читабельные, шрифт отличный, да, она англоязычная, но если у вас даже есть проблемы с английским языком, перевести, запомнить эти названия вам несложно будет. Во всяком случае, если знаете Райдера Уэйта, будете определять по визуальному ряду. Так, это у нас рыцарь пентаклей, королева, король пентаклей и 2 бонусные карты. Сейчас вам покажу их. Вот карта артиста, то, о чем вы говорили, о чем мы говорили, да, разговаривали с вами, и карта чтец. Часто меня спрашивают: а стоит ли добавлять эти бонусные карты в колоду, если я не хочу с ними работать? Нет, вас никто не обязывает, это по вашему желанию. Сюда это как привнес автор, как свое видение, как свои какие-то дополнительные бонусные карты, которые, по его мнению, лучше раскроют ситуацию, либо тот или иной вопрос. А использовать это или нет, это уже другой момент. Ну, вот в качестве рекомендации это как обратиться к практику, к провидцу, кому угодно, к эзотерику, который вам поможет найти ответы на ваши вопросы и раскрыть вашу ситуацию. Так, ну давайте теперь посмотрим, как все-таки у нас наша девочка поет, как шуршит. Смотрите, карты не слипаются. Нет какой-то, вот иногда бывают карты не то чтобы магнитятся, как электризуются. Бывает и такое. Но видите, все прекрасно. Вот так, хоть эдак.
Так, не знаю, насколько хорошо вам видно. Наверное, плохо. Вот у меня вот здесь уже насыпались вот эти вот белые штуки из этой колоды. Ну, я понимаю, что камера это может не показывать, не отображать, но я-то сижу, смотрю не через экран, и мне вся вот эта мелочь, она видна в кадре, понимаете? Я понимаю, что со временем она также, когда будет чаще в работе, все это осыпется, придет в свою рабочую форму и формат, но для кого это важно, то есть не совсем приятная такая ситуация. А так, конечно, берешь в руки, красота неописуемая. Ну и теперь главная фишка этой колоды, которая, по сути, за которой многие ее приобретают. Это вот 3D, этот визуальный ряд. Еще раз повторюсь, вы через QR-код скачиваете себе приложение, которое указано на сайте. И сейчас мы с вами попробуем. Я буду делать через свой рабочий телефон. Сейчас постараюсь. Вот, сканировать карту. И вот таким вот образом вы вращаете и своего рода погружаетесь. Насколько хорошее это погружение? Честно могу вам сейчас карту, наверное, потеряла. Так. Не могу сказать, что оно является топовым. Почему? Ну, давайте будем разбирать сейчас, чтобы вам было видно. Смотрю телефон через телефон. Так. Ну, во-первых, в чем плюс? Если вы новичок, вы кликаете. Видите, вам пошло значение карты. Общее значение в прямом, в перевернутом положении. Что означают все детали на аркане? То есть вы тапаете, вот, допустим, вот, видите? Значение креста, полумесяца. Вот, этого фамильяра, который вас вводит. Ну, в общем-то, мы все можем поубирать. То есть вы тапаете на то, что вам интересно, то, что вам нужно, и изучаете эту информацию. У кого проблемы с английским, возможно, будет сложно. Для всех остальных, мне кажется, это будет в плюс. Итак, как я для себя вижу, в чем плюсы и минусы вот данного такого 3D-изображения? Кто изучает символизм и погружается в символизм, и важно выучить, да, вот что означает эта книга, что означают эти вот два столпа, темные и светлые по бокам от жрицы. И все вот эти детали, весь символизм, который прорисован в аркане, и чтобы вам было легче запомнить, то, безусловно, это плюс. Во всех остальных моментах, но если вы будете делать расклады, вы же не будете этим пользоваться, потому что не будете же вы сидеть и вот так каждый аркан в 3D-формате просматривать. Это неудобно, это непрактично, то есть, ну, вам, по сути, будет это не нужно. Вы, конечно, можете здесь еще как дополнительные функции делать себе фотографии, ну, визуализация того либо иного аркана и трактовки, которые вам здесь будут прописаны. Но что вижу здесь я? Какие здесь недоработки? Причем мы можем взять любой аркан. Мне, как знаете, понятно, что я все эти нюансы знаю в плане символизма и так далее. И что такое лемниската, и почему, какую он книгу держит, и почему у него вот этот вот красный сюртук, точнее красный вот этот плащ на нем. Все эти моменты, о чем здесь говорят лилии на этой карте. Для тех, кому новинку, да, это будет полезно. Я очень надеюсь, что авторы этой колоды сделают эту 3D-визуализацию, особенно это для начинающих будет классно. Вот для тех, кто не умеет медитировать на аркан, либо погружаться в аркан. Вот это было бы вообще просто супер. Здесь это 3D-символизм в символике, но не более того. Ну, соответственно, как для меня оставляет желать лучшего. Просто прочесть. Ну, то есть это все можно было обозначить в мануале. Хотя, конечно, если у кого-то в большей степени работает визуальный ряд и вам так легче, можно поиграться по каждой карте, поучить и что-то для себя отметить, запомнить, даже сделать скрины, либо пофотографировать, чтобы у вас это осталось и лучше запоминалась информация. Но для меня, как я говорю, это, знаете, просто-напросто очередная дурынка, либо замануха, маркетинговый ход. Вот классно, с душой, но
недоделаны. Вот если бы была 3D-визуализация и погружение, знаете, как вхождение в аркан, как будто ты заходишь этого дурака, ты видишь в формате 360 градусов и все, что вокруг него. Вот это было бы просто потрясающе, потому что, ну, объяснить ты можешь ученику 10 раз, как нужно медитировать на карту, как нужно входить в аркан, как извлекать информацию. Но пока человек сам это не прочувствует, до этого не дойдет, хоть объясняй ты 10 раз, хоть миллион раз, это будет все бесполезно. А вот этот бы способ помог погрузиться, прочувствовать и, ну, напитаться этой энергией, понять, как она работает на практике, о чем она говорит. Если подытожить, краткое резюме. Рекомендую ли я? Да, рекомендую. Безусловно, выбор за вами, каждый для себя решает сам, но своей покупкой я однозначно довольна. Поэтому есть небольшие недочеты, но они могут быть в любом продукте. Если брать в целом, колода действительно себя оправдала. Ну и те, собственно говоря, траты, которые я понесла. От вас я буду ждать обратной связи, если данный у вас инструмент в вашей коллекции, в вашей работе. Если с ним работаете, то как складывается ваше взаимодействие? Довольны ли вы результатом? Какие бы колоды вы хотели видеть на обзоре? Ну и, в принципе, ваши общие впечатления от последних изданий и новинок в мире Таро. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч.